Хо-хо, синий экран смерти. И да, пасхалку на него нам показывали в прошлых сериях. Всем привет, с вами Блейнар, и сегодня у нас реакция на Skibidi Toilet снова, да, на новую 39-ю серию и на новые теории по Skibidi Туалетам. Собственно, также, кто не видел предыдущий видос по Skibidi Туалетам, он вон там. Бзюх! Какого? Просто перейди по выскочившей подсказке и посмотри, если не видел. Вы сегодня увидите новый монтаж, который я, в принципе, делал для другого формата реакции летсплейщиков, но он, в принципе, и сюда очень даже подойдет. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, потому что комментарий попадает в новый видос. Напоминаю, в комментарии в конце видоса. Поэтому смотрите видос целиком. И если впервые на канале, подписочка, колокольчик обязательно. Погнали смотреть. Не бойтесь тьмы, друзья мои. И пусть начнется праздник. Напоминаю, 38-я серия закончилась тем, что вообще там пытались спасти Титана, но не получилось, уничтожили танк для спасения и... Давайте посмотрим новую серию. Класс. Как он ногами тых-тых-тых-тых. Там прям откусил голову. Фига. Бывает фантузом. Воу-воу-воу-воу. Оба! Оба-да! И он здесь! Про него писали, что, ну, там были спойлеры какие-то в 37-й, еще какой-то серии, что на мосту стоял чувак с экраном синим. Вот он! Вот он! Блин, он такой брутальный, так брутально выглядит. У него такой телевизор на голове. Давай посмотрим, что он может. О, синий экран смерти. Воу-воу-воу. Он всех они все зависли. Оу. Класс. Такой тык-тык-тык-тык на ножках. Еще разочек. Тык-тык-тык-тык. Жух. Класс. Воу-воу, у них появилась защита какая-то, да, типа, чтобы от смыва. То есть ты еще доберись, вскрой защиту, потом смывай. Почему не у всех она? Лайк! Не лайк? Смотри, он лайки не ставит, он улыбается, подмигивает. Прикольно, прикольно. Он более такой серьезный, брутальный и непобедимый по всей невесте. Пока. Оу, это все. Блин, это шикарно. Это шикарная серия. Блин, мы ждали этого нового ТВ-мена. И вот он. Пока один. Но их, наверное, тоже будет много. А может он один такой. Может уникальный. Узнаем в новых сериях. Давайте сначала сделаем свой разбор, а потом пойдем посмотреть новый. Что мы изначально видим здесь? Мы видим, что Skibidi туалеты пытаются сражаться. Там есть защита новая, да? Которая от смыва. И не позволяет так просто их смыть. Потом появляется, собственно, новый ТВ-мен. Появляется. И что он дальше? Он светит. У него экран гипнотический. Гипнотизирует он их. То есть, знаете, это уже, наверное, отсылка на людей, которые смотрят телевизор и просто верят телевизору, живут в телевизором. Все, вот, телевизор это главное. Они в него уперлись, и все. Мозг, как говорится, ушел. Так и здесь, в принципе, включили. Кстати, это еще было в этом. Как эта игра называлась-то, господи? Little Nightmares, или как она там, да, по-моему? Там тоже телевизоры были, и тоже была отсылка, типа, что люди смотрели так в телек, залипшие. Ну, не люди, там были монстры, типа люди. Они залипли в телек. И вот здесь тоже. Это по всей видимости на то, что люди залипают во всякий контент и тупеют. А потом, собственно, вот этот момент мне понравился, когда он так тык-тык-тык-тык-тык-тык ножками и смыл. Это прикольно. Вот, собственно, та самая защита, которую надо снять, и только потом можно смыть. Ну и то, что мы видим, что он не ставит лайки, он такой улыбается. Вот как-то так. Давайте посмотрим теперь разбор у Фордала. Посмотрим, что он там, как он все это видит. И также я забыл сказать, что ссылки, конечно, как всегда, в описании на оригиналы. Не забывайте там ставить лайки, нам ставить лайки. Давайте посмотрим. Вот и вышла новая серия Skibidi Toilet, в которой нам показали новый... Кстати, это первая серия, которая, ну не считая, там один первый сезон был, вышла изначально, она вышла вообще в обычном видео, то есть как вы сейчас смотрели, а потом уже в шортах. И да,
Интересно, после этого видео моего выйдет новая серия или нет? Потому что пока это было так каждый раз. Ну, по идее, не должна. Но кто его знает? Агента, а именно TV-мена. Но сначала давайте я вам расскажу, что произошло в 12... Да там 1,5 миллиона за 2 часа. Это жесть. Вы же так не сможете. У нас так не будет. А вдруг сможете? Попытайтесь! В том сезоне, на который я еще не делал разбор. В нем нам показывают, что агенты вовсю начали использовать антипаразитические пушки. Нам показали их в виде пистолетов и в виде большой самоходной установки. Как мы видим, именно она, которую, увы, уничтожили в предыдущей серии, в 38-й. очень мощная и может обезвреживать сразу толпу огромных агентов. Да, это факт. Также можно заметить, что она кое-как повлияла на скибидиста Сирену, а именно на месте... Скорее всего, потому что в нем есть электроника какая-то. Хотя, опять-таки, та же теория, почему она не работает на камерменов. Оно какую-то электронику будто глушит слегка. Ну, как будто чуть-чуть завис на долю секунды. Где обычно находится паразит, видны электрические импульсы, как при атаке обычных паразитов. Поэтому моя теория из прошлого разбора сюжета про то, что скибидисты Сирен... Вопрос. Тут как бы кадры не совсем уместны, потому что, ну что, он усохся, да? Он был огромный, ноги длинные, а тут сдулся, да? Это полностью зараженный агент. Скорее всего, правда. В конце 12 сезона агенты решили применить большую установку, чтобы обезвредить Титана Радиомена, который, близко. как мы помним, был неизвестно, сработали, но... заражен паразитом. Но тут от луча его защищает прилетевший Джемен с улучшениями. Именно об этом я говорил в прошлом разборе, что у него есть туз в рукаве, и он не даст так просто спасти Титана. Как видно, технологии на Джемене такие же, как на скибидисте Флэше. А это значит, по моим предположениям, что их обоих сделал скибидист ученый. Новый костюм позволяет Джемену быстро летать. Также на нем есть лазерные лучи, которые мы уже видели в серии, где заражают Титана Радиомена. То есть... Наверное, они сначала экспериментируют эти новые технологии на обычных туалетах, а потом дают лидеру. Теперь у Джемена не 2 лазера из глаз, а целых 4. Теперь он поистине самый сильный персонаж Skibidi Toilet. С ним и до этого было сложно справиться, даже Титану. Но теперь нужно кое-что большее, чем просто один Титан. Да. Интересно, на него ТВ-мен сработает? Вряд ли. Надо большой, гигантский Титан ТВ-мен. Будет такой интересный лет. Пишите свои догадки, теории в комментариях. Даже улучшенный. А теперь перейдем к новой серии. 39-я серия уже необычна тем, что она вышла в широком формате. Об этом говорил, До да. этого Дафак делал нечто подобное, только когда переделал первый сезон. Да. В самой серии мы видим... в принципе, ему стоит сделать, ну, автору, как вот делал автор этого самого Alphabet Lore. То есть он сначала все в коротких видео, потом бац, все соединил в целое видео. То есть это двойной выход, двойное получение просмотров. Видим, что скибидисты... Плюс с вот такого же доход получше, потому что с шортсов там доход очень маленький, ну по факту. Ну, может чуть больше, потому что у него там просмотров много. Но в широкоформатном видосе, конечно, доход значительно выше. Побеждает камераменов и даже... А делать такой контент, я думаю, ему тоже не очень, если доход маленький. Ему хочется повышать доход, чтобы было смысл было делать то, что он делает. Летает новый вид скибидиста, у которого есть ракетные двигатели. Он отгрызает одному из агентов голову и уже пытается навредить нашему камерамену. Но тут появляется новый вид агентов — TV-мен. Да. Брутально так выходит. Ну, если, кстати, заметьте, одежда у них разная. У этих пиджачки, а он такой солидный в пальто. Про защиту что не сказал. Это новая технология. Ну, технология, просто крышечку надели. Хоть бы прикрутили ее, что ли. Как она вообще не слетела? И да, пасхалку на него нам показывали в прошлых сериях. Он был на заднем фоне. Но полноценно... Ну вот про это мне говорили, в той серии я не видел. Вот здесь я, пересмотрев, потом увидел.
появился только сейчас. И на самом деле, я думаю, каждый понимал, что рано или поздно появятся агенты с телевизорами. У него логично. есть некая Блин, способность. скоро будут с тостерами. С чем еще можно? Не, ну с тостер, ладно, тостер ты уже загнул. Со стиралкой. При помощи которой он может гипнотизировать скибидистов. Она очень необычная, так как до этого нам не показывали у агентов ничего подобного. Потом непонятно, TV-Man такой один или это полноценный вид агентов, которых, как мы знаем, бывает очень много. Далее расскажу вам про мою теорию. В описании видео сказано, что есть кое-что пострашнее, чем скибиди-туалеты. И действительно, вам не кажется, что концовка видео какая-то пугающая? Типа, ты думаешь, ну он думает походу, что это угроза для всех? А кто его знает? Он же подмигнул. Ну, типа, если бы он там была какая-то безумная улыбка, я еще понимаю. Тут вроде доброжелательно так. Хотя я бы на месте, наверное, что-то придумал, кратко, чтобы задать больше интриги. Не просто улыбку, а какую-то зловещую такую. Что произошло после нее, нам не безумную. Показывают. Как по мне, TV-Man это не просто новый вид агента. Он скрывает некую тайну. Во-первых, почему он не помог раньше? Он же раньше был на заднем фоне во время сражения. Хороший вопрос. Далее, может ли он гипнотизировать агентов? Нам показали фиолетовый цвет, который гипнотизирует скибидистов. Но почему у него не может быть другого цвета для гипноза агентов? Как по мне, он точно не союзник для агентов. Возможно, он преследует свою цель и станет той самой, третьей стороной конфликта. Простите, у меня там наушник постоянно, когда у меня тут сенсор, у меня наушник выпадает, периодически, ну, пытается выпасть, и сенсор там сенсорное управление, оно громкость меняет и вот выскакивает. Конфликта, о которой я говорил ранее в разборах, но надеюсь, в следующих сериях нам расскажут подробнее о нем. А на этом все. Если хотите... Не, что я могу сказать, если бы, ну, теоретически, если он был бы злым, то там была бы другая улыбка, а тут чисто доброжелательная такая. Пишите ваше мнение, он добрый или злой? За кого он? Или он свой просто за себя, сам за себя, против всех? Пишите свое мнение в комментариях. Блин, очень прикольные видосы. Очень. Очень крутые видосы. Блин, эта анимация начинает реально захватывать. Блин, помогите! Я не могу остановиться это смотреть. Но мне нужен ваш актив. Чтобы я знал, что я смотрю не зря. Поэтому давайте, ребят, поднажмите. Прошлый видос что-то не зашел. То есть странно. Потому что предыдущие видосы очень по туалетам заходили, а последний что не очень. Поэтому его пойдите посмотрите, кто не видел. И сюда тоже активчика побольше. Я скоро начну выпускать другие видосы, не переживайте. Реакции летсплейщиков будут. Я монтаж делал, очень такой долгий, сложный. Кому-то он может покажется проще, чем на деле, но там работы было много сделано. Поэтому все. Всем спасибо. Всем свободны. Сейчас будут комментарии. А я говорю вам пока-пока.